Здравствуйте! В этом видео я расскажу о своем опыте общения с породой бельгийская овчарка Малинуа и о том, как я ответил прежде всего себе на вопрос, насколько хороша эта порода в несении охранной, защитной и караульной службы. Перед тем как начать, для полного понимания моего видения в этом вопросе я в двух словах расскажу и покажу, чем я занимаюсь в кинологии. Мой опыт работы с собаками без малого 40 лет. Первая немецкая овчарка по кличке Лорд у меня появилась в 15 лет. С ним я начал постигать все премудрости дрессировки. Впоследствии вместе с Лордом мы проходили службу на границе. Там мне посчастливилось встретить опытных и грамотных инструкторов. Благодаря им я навсегда усвоил одно правило. На службе рядом с вами должна быть надежная, верная собака. Или лучше, пусть ее не будет вообще. И этому правилу я следую всю свою жизнь и руководствуюсь им в племенном отборе своих собак. Также мои учителя привили мне еще одно правило. Говорить только о тех собаках, методиках и принципах натаски, которые лично можешь показать на практике. Поэтому все, что я говорю о моих собаках и о методиках дрессировки, я все могу подтвердить на практике работой моих собак. На протяжении последних 2 десятилетий я занимаюсь исследованием в области максимальных возможностей собаки, созданием методик, позволяющих выявить необходимые качества, с последующим доведением таковых до максимально возможных. Особая роль в этих исследованиях отведена таким службам, как охранная, защитная и караульная. Основное мое направление в кинологии за последние 22 года – это племенное разведение безупречно управляемой немецкой овчарки с ярко выраженным боевым инстинктом. То есть настоящей немецкой овчарки, такой, какой ее и создавали много лет назад. Ввиду этого я провожу максимально жесткие тесты моих собак. Главный тест моих немецких овчарок – это проверка наличия и степени проявления боевого инстинкта, основного качества этой породы. Если собака не проходит этот тест, то ко всем остальным экзаменам она не допускается и в племенной работе не участвует. Отсутствие боевого инстинкта полностью перечеркивает статус племенной собаки породы немецкая овчарка, как и указано в стандарте этой породы. Среди дополнительных экзаменов 3 упражнения. Работа в костюме, с ударами и борьбой. Длительность 15 минут. С неограниченным количеством ударов. Работа на привязи с ударами. Длительность этого упражнения такая же, 15 минут, с неограниченным количеством ударов. Работа в наморднике с ударами и борьбой. Длительность 15 минут, с неограниченным количеством ударов, захватов и различных удержаний собаки. Есть еще ряд специфических экзаменов для проверки мужества и твердости характера, но для общего понимания, я думаю, хватит и тех, которые я обозначил. После прохождения этих экзаменов собака переходит к полному раскрытию своего потенциала с фиксацией всех максимальных показателей на видео. На этих кадрах вы можете посмотреть, с каким генетическим материалом я работаю. Щенок 4,5 месяца проявляет качество хватки на самом высоком уровне. Его просто невозможно оторвать от амуниции. В похожей манере ведут себя все щенки клуба «Каскад». Но это еще не говорит о том, что они станут племенными собаками. Это второстепенные показатели. Совсем не этому качеству уделяется главное внимание. Наряду с наличием боевого инстинкта особое внимание уделяется твердости характера и мужеству. Вот где предстоит доказывать свою принадлежность к статусу племенных немецких овчарок клуба «Каскад». В племенную базу КСС «Каскад» попадают единицы из собак моего разведения. Вы будете удивлены, если увидите собак, которые оказываются за рамками племенного бассейна. Они достойные и прекрасные собаки и с легкостью могут нести любую службу, но в племенную базу попадают только лучшие. Племенных собак я не обучаю перехвату и прочим премудростям техники ведения боя. Я не отрабатываю с ними навыки охраны и защиты.
Основная задача для племенных собак – показать полностью свой врожденный потенциал. Также проводятся тесты на все качества, влияющие на безупречное послушание. В мире служебного собаководства не существует племенного отбора жестче, чем племенной отбор собак клуба «Каскад». И знаете почему? Потому что жестче просто невозможно. Я обязательно сделаю видео, в котором полностью расскажу об основах и принципах племенного допуска моих собак. Нужно понимать, что если вы не готовы к таким жестким тестам и испытаниям своих собак, то племенное разведение немецкой овчарки совершенно не ваше дело. Найдите себе другую породу для более мягких служб. Все вышесказанное я озвучил для того, чтобы вы не торопились говорить о том, какая у вас смелая и мужественная собака. Никто, ни я, ни вы, не может дать объективную оценку своей собаке, пока она не пройдет все тесты и экзамены по выявлению максимального проявления испытуемых качеств. Теперь я перейду непосредственно к теме этого видео. Итак, бельгийская овчарка Малинуа. Какой породе собак вы не были бы преданы, но вы не можете равнодушно смотреть на работу Малинуа. Ее экспрессия, темперамент и та непринужденность, с которой она выполняет различные трюки и движения, просто завораживают. Та завершенность в экстерьере, которой обладает эта порода, делает ее практически недосягаемой для конкурентов в различных рингах – французский, бельгийский, в таких программах как IGP, КНПВ, Мандьоринг, в которых эта порода блистает во всей красе. Рожденная рингами. Именно так называют эту породу многие ее почитатели. На сегодняшний день это, пожалуй, самая популярная порода собак среди спортсменов, которые принимают участие в различных соревнованиях. И понятно почему. Очень трудно произвести такое же визуальное впечатление на судей более крупным собратьям этой породы. Конечно же, есть среди других пород собаки, которые могут с такой же скоростью и экспрессией выполнять различные навыки. И если, к примеру, более крупная немецкая овчарка с такой же скоростью отработает на фигуранте, то это смотрится еще более впечатляюще. Да и фигурант ощутит на себе всю прелесть и мощь более крупной и тяжелой собаки. Еще и еще раз повторюсь, весовые категории придуманы не просто так. С тяжелой собакой работать куда сложнее. Но сейчас я говорю о породе в целом, а не об отдельно взятых талантливых собаках других пород. И если говорить о породе в целом, то очень трудно, а если опираться на статистику, то может и невозможно другим породам составить конкуренцию Малинуа в вышеупомянутых рингах и программах. Нужно по-честному признать, спортивные ринги – это территория Малинуа. Это как нора для яхтерьера или яма для питбуля. Если порода создана для каких-то определенных целей и задач, и годами ей прививались нужные качества, то не может другая порода, которая создана совершенно для иных целей, прийти на ее территорию и быть там такой же успешной. Поэтому выбор спортсменами Малинуа в качестве собаки для выступления по различным нормативам полностью оправдан. Но не только визуальное впечатление делает эту породу популярной во всем мире. В работоспособности Малинуа даст фору многим. Ее внутренний заряд и энергия позволяют работать часами, а в совокупности с огромной жаждой игры с различными предметами, или как сейчас принято называть эту игру в спортивной среде, инстинктом добычи, делают из Малинуа очень качественного помощника в поиске различных веществ, взрывчатых, наркотических и прочих. От этого и огромная популярность этой породы в армии и полиции многих стран. Теперь я перейду от спорта к практическому применению собак в таких службах, как охранная, защитная и караульная. И здесь я сразу хочу отметить, что для качественного применения в этих службах главенствующим является врожденный потенциал. В этом направлении основой является целый ряд врожденных качеств.
таких как злоба. Собака рождается с ней. Злоба либо есть, либо ее нет. Занятиями вы ее не сделаете. Дрессировкой можно привить агрессивное отношение к человеку, но это совсем не злоба в чистом виде. Но сама по себе злоба – это еще не все. За ней еще должны стоять и другие качества. Мужество и твердость характера также относятся к врожденному потенциалу. Научить собаку быть смелой невозможно, это не спорт. В реальном применении собак для охраны и защиты все работает совершенно иначе. Теперь то, что касается проявления малинуа всех вышеперечисленных качеств, которые позволяют нести на должном уровне охранную, защитную и караульную службы. И здесь я расстрою всех почитателей этой породы. Наверное, для многих это будет странно звучать, но если мы говорим о таких качествах, как мужество и твердость характера, то это не про малинуа. В этих показателях малинуа, по сравнению с немецкой овчаркой, далеко-далеко позади. И сейчас все свои слова я, как всегда, подкреплю аргументами и фактами из моего видеоархива. Я не собираюсь показывать видео занятий на площадке или каких-то частных пари, или так называемых междоусобчиков, которых за годы работы с собаками было немало. Это было бы полным нарушением этики кинолога и верхом непрофессионализма. Я покажу только лишь видео официальных соревнований, так как если человек принял участие на соревнованиях, то тем самым он дал свое согласие на то, чтобы ему дали свою оценку все присутствующие, начиная от судьи и заканчивая простыми зрителями. В начале видео я не случайно говорил, какими собаками я занимаюсь. Мне уже очень давно неинтересно смотреть, как ведет себя собака первые 10 минут, работая с условным злоумышленником в костюме. Я вообще могу первые 10 минут пропустить и начать наблюдать за действиями собаки с отметки 10 минут и далее. Всякого рода эффектные лобовые атаки и молниеносные входы в рукав – все это для меня вообще ничего не значит. Когда я говорил о том, что мои учителя привили мне нужные правила и руководство в выращивании собак, я не упомянул еще об одном, самом главном в оценке собаки в качестве защитной. Это правило звучит так. Характер собаки видно в двух случаях. Первое – в моменты крайней усталости, и второе – когда собаку бьют. Все остальные моменты – техника ведения боя, качество укуса и хватки, скорость и прочее – в сравнении с первыми двумя – просто пустяки. Возвращаясь к теме разговора, с 2010 по 2014 годы я проводил соревнования, в программу которых в раздел «Защита» я включил маленькую часть этого правила, а именно длительность борьбы всего-навсего 3 минуты и всего лишь 6 ударов по спине собаки. Просто детская забава в сравнении с племенным допуском моих собак. Многим заводчикам малинуа и спортсменам, выступающими с этой породой, которые в мире кинологии были на слуху в то время, я звонил лично и приглашал принять участие в соревнованиях клуба «Каскад». А в последние годы проведения соревнований даже предлагал дополнительный приз для малинуа, которое станет чемпионом на основных турнирах. Это не считая того, что чемпион главного турнира и так мог заработать $10 тысяч США, если показывал лучшую защиту и послушание. Но так, за всю 5-летнюю историю соревнований клуба «Каскад» ни разу малинуа не становились чемпионами соревнований, где разыгрывались главные призы, хотя многие из них были чемпионами Украины по ЗКС, чемпионами России по ЗКС и русскому рингу и прочим программам. Готовили этих собак настоящие профессионалы из мира кинологии. Но суть даже не в этом. Суть в том, что ни одна малинуа не набрала даже 70 баллов, необходимые для квалификации, чтобы получить денежный приз. Кое-как пройдя на отборочных турах в число участников основных соревнований, на основных турнирах практически все малинуа
были дисквалифицированы ввиду отказа от борьбы из-за отсутствия мужества и твердости характера. И это при детской нагрузке, при каких-то 6 ударах. А что будет, когда Малинуа придется пройти серьезное тестирование, а не детскую забаву? А ничего хорошего для Малинуа не будет. Они не выводились с целью жесткого противостояния с человеком. Территория Малинуа – это спорт, и там ее можно считать лучшей. И пусть вас не обманывает тот факт, что Малинуа столь популярны в армии и полиции разных стран. У меня большой опыт сотрудничества с различными воинскими подразделениями разных стран, где несут службу собаки. Я проводил много занятий для инструкторов в подготовке собак именно в жесткой натаске для противостояния с противником. И я вам больше скажу, что требования к защитным собакам в армии и полиции большинства стран чисто номинальные. Ни о каких жестких требованиях в проявлении мужества и твердости характера там нет и в помине. А во многих странах юридическая ответственность за применение собак даже в сторону правонарушителя столь велика, что перечеркивает всю потребность в максимально жестких собаках. Поэтому популярность Малинуа в вышеупомянутых структурах продиктована отличной поисковой реакцией, огромным желанием работать, простотой в содержании, да чем угодно, но только не ее выдуманной жесткостью в защите. Различные кадры из Ютуба, когда Малинуа кусает правонарушителей, не показатель. Если противник не дает отпор, то и самая испуганная дворняжка будет смелой. Я не единожды бывал в подразделениях, где все собаки были только породы Малинуа, при том, что они числились как штурмовые собаки. Во многих странах их еще называют боевые. После моих занятий даже командиры таких подразделений были расстроены своими Малинуа в вопросе наличия твердого и жесткого характера. Они так же, как и на соревнованиях каскада, убегали от жесткого давления. А в современных рингах и нормативах, где так блистает эта порода, даже нет инструмента, который может выявить нужную степень твердости характера и мужества. Поэтому и посыпались все Малинуа на соревнованиях клуба «Каскад», столкнувшись с тем, что с ними работали жестко. А вот убери эти детские 6 ударов, и тут Малинуа легко поборолись бы за все призы. Я сейчас скажу то, что для многих, по всей видимости, будет резать слух, но тем не менее это факт, зарегистрированный на судейских записках и на видео соревнований с 5-летней историей. Так вот, даже немецкие овчарки шоу разведения в проверке на мужество и твердость характера показали себя на голову выше, чем Малинуа. Да, большинство из представителей шоу разведения бежали от условного злоумышленника, сломя голову, но были и те, которые показали характер, о котором Малинуа даже и не снилось. И вы их сейчас видите на экране. А те Малинуа, которые как-то все-таки прошли норматив соревнований, показывали работу, которая, мягко говоря, была просто ужасной. Вот так выглядит мой опыт общения с породой бельгийская овчарка Малинуа. И этот опыт, лично для меня, еще раз подчеркивает тот факт, что качество собаки неразрывно связаны с тем, какие цели и задачи ставят перед ней те, кто занимается племенным разведением. И вот поэтому Малинуа и блистает на спортивных рингах, так как ринги являются ориентирами племенных тестов этой породы. Я не исключаю того, что где-то есть представители этой породы, жесткие и бесстрашные в борьбе с противником. За все время работы с этой породой мне попадались очень агрессивные Малинуа. Я видел таких, которые имели огромное желание работать на костюм и рукав, но я никогда не видел Малинуа, которые были бы по-настоящему с твердым и жестким характером. Естественно, учитывая мои требования в этом аспекте. Что касается сравнения немецкой овчарки и Малинуа в спорте, я оставлю это спортсменам. Пусть они решают, кто из этих двух пород лучше в спортивных нормативах. Я буду говорить о том направлении, которым я занимаюсь профессионально уже долгие годы, а именно выявлением основных качеств для охраны и защиты и методиками
позволяющими довести эти качества до максимально возможных. Так вот, я даже не хочу сравнивать немецкую овчарку с малинуа в плане охранной, защитной и караульной породы собак, потому что в рамках моих критерий тут и сравнивать нечего. Это некорректно. Немецкая овчарка выводилась как охранник и защитник, и это ее территория. В твердости характера и мужестве малинуа – это маленький ребенок в сравнении с немецкой овчаркой. Да и все сравнения, как я понимаю, должны проходить только в рамках тех пород, которые разводятся по одному принципу. Нельзя сравнивать какую-то породу в качестве бойца с питбулем. Питбуль выведен для боев, и это его территория, где ему нет равных. Нельзя сравнивать яхтерьера или фокстерьера с другими породами в работе в норе. Это их территория, и там им нет равных. Так и то, что касается малинуа. Ее территория – это спорт, и там эта порода блистает во всей красе. И только по результатам спортивных рингов и нужно оценивать эту породу. Она тестируется спортивными нормативами, она оценивается спортивными нормативами, живет и дышит ими, поэтому и лидирует там, выполняя на все 100% задачи, возложенные на нее теми людьми, которые занимаются этой породой. Лично я вижу малинуа как прекрасного спортсмена, каскадера, актера, на трюки которого, затаив дыхание, можно смотреть часами, но не как породу собак, способную бескомпромиссно сражаться с противником. А немецкая овчарка для меня как боец без правил, может не такой грациозный, как малинуа, но постоянно идущий вперед, добывая победу в реальном бою с противником. Конечно же, я говорю о настоящих немецких овчарках, которые разводятся на основах стандарта с выявлением основного качества этой породы – боевой инстинкт. Лично для меня вопрос о качествах породы малинуа закрыт полностью. Турниры Каскада ответили на все вопросы. Ну а если кто-то хочет увидеть, понять и ощутить такой же опыт лично, и поклонники малинуа хотят реваншироваться, то вам придется пройти такой же путь. Организовать такого рода соревнования, и не иначе, потому что можно наснимать каких угодно роликов для ютуба, где малинуа будут выглядеть смело и мужественно, можно на видео нанести 100 ударов по собаке, и она будет чемпион интернета, поэтому только на соревнованиях необходимо решать такие вопросы. Нужно составить жесткую программу в разделе «Защита», сообщить всем профессионалам, заводчикам, спортсменам, которые занимаются малинуа, чтобы они приняли участие в подобных соревнованиях. Создать нужные условия для проведения такого мероприятия, а главное – предоставить большие денежные призы. Это же понятно, чтобы приехали профессионалы, их нужно заинтересовать. А потом, после нескольких турниров, когда вы определите сборную лучших малинуа, пригласите тех, кто профессионально занимается немецкими овчарками. Я даже не сомневаюсь, что они с радостью примут участие в таких соревнованиях. И еще с большей радостью заберут все главные денежные призы. Только создавая программу соревнований, сделайте ее максимально жесткой, чтобы уже не оставалось никаких сомнений в том, что именно немецкая овчарка – лучшая охранная, защитная и караульная порода собак. И не повторяйтесь, а сделайте вместо 3 минут борьбы хотя бы 10, а вместо 6 ударов хотя бы 30. Говорю я так не ввиду какой-то излишней самоуверенности или неуважения к сопернику, а вот почему. Если вы предложите питмену-профессионалу бой с доберманом или лайкой, он это воспримет как баловство, потому что для него вопрос, кто лучший боец, закрыт полностью. Или охотникам, если предложат посмотреть, кто лучше себя проявит в норе с лисой, яхтерьер или французский бульдог, то они это тоже воспримут как баловство, по тем же причинам. Так и я. Противостояние немецкой овчарки и малинуа в жесткой защите воспринимаю как баловство. У малинуа нет абсолютно никаких шансов в таком противостоянии. Я также хочу заранее обрубить на корню возможные разговоры о том, что на соревнования Каскада приехали не самые сильные малинуа. И все в таком духе. Так вот, на соревнования приехали малинуа-чемпионы,
по различным нормативам, подготовленные настоящими профессионалами. Они выставлялись под руководством искушенных в дрессировке специалистов, а это говорит о том, что эти собаки были проверены и подготовлены на все 100%. Сравнивать немецкую овчарку и малинуа в силе укуса или качестве хватки я не стану. Это будет нечестно с моей стороны, потому что этим направлением я занимаюсь профессионально и проводил такого рода исследования не один год. Я являюсь автором изобретений целого ряда специального оборудования для выведения этих качеств на максимальный уровень. На моем канале есть видео на эту тему, и я, как никто другой, понимаю, что максимальные показатели будут у той собаки, с которой целенаправленно занимаются в этом направлении. Да и проводить такие сравнения нужно на соответствующих официальных соревнованиях. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго. До новых встреч.